По сути, да, конечно, это свое поместье, своя как бы земля, такое феодальное, что ли, желание, феодальные амбиции какие-то. Естественно, это немного похоже на помещичество. То есть у меня есть работники, есть свои дома, есть своя земля. Меня зовут Иван Радзюкевич, и это моя деревня. Дома – это один из самых больших. Двухкомнатный дом. Здесь кухня, одна спальня, вторая спальня, туалет и небольшая кухня. До 1939 года была польская территория, и потом уже Республика Беларусь, пока все жители не уехали отсюда. Вот в 2010 году здесь уже ни одного жителя не осталось. Пару домов приезжали как на дачу, только летом, на недельку, на две, в качестве отпуска. Приехал бы колхоз, снес бы все дома и распахал бы большое поле. В 2010 году зимой приехал охотник, друг моего отца, и они заезжали прямо в деревню, потому что здесь никто не жил, дорогу никто не чистил, а дальше уже шли пешком стрелять кого-то там, кабана, лося, не знаю. Он увидел эту деревню, место очень интересное, тихое, закрытое, вокруг лес, и такие хаты стоят заброшенные. Он рассказал про это моему отцу. Приехали мы через неделю сюда всей семьей посмотреть эту деревню. Всем понравилось. И отец решил предложить вот такой вариант развития. Все спрашивают, как вот вы забрали ее просто или что. Нет, мы пошли в сельсовет и начали искать собственников, потому что у любых домов и земли есть собственники. Это жилые дома, настоящие, они кому-то принадлежат, и просто так забрать их нельзя. Ни у государства, ни захватить. Вот. И это длилось достаточно долго, года 3 мы только искали собственников. Само оформление тоже относительно много времени занимает, потому что у людей не было документов, земля принадлежала умершим обычно родственникам, надо было вступать в права наследства, оформлять землю, потом опять идти к нотариусу, и мы ее покупали. Но были и те, кто не соглашались продавать, тянули долго до последнего. Вот в прошлом году весной мы закончили оформление 2 последних домов. Наконец-то купили. Теперь нам принадлежит все-таки вся деревня. Последний дом мы взяли, если я не ошибаюсь, за $7000. Это при том, что в округе сколько стоит? В округе дома стоят, 600, наверное, долларов. Это хороший дом будет стоить. А тут о них такого не скажешь. Я родился в городе, там прожил все свое детство. В институт пошел, закончил институт, год проработал архитектором. Сначала здесь моя сестра руководила. И когда я закончил институт, пошел по распределению, 1 год отработал, потом случился кризис как раз-таки, зарплаты упали, и нас сократили. Я решил, что я вот могу пойти к отцу работать, все-таки я архитектор, у меня есть там какие-то мысли, свои амбиции, опять же, по строительству и так далее. Но по итогу оказалось, что я стал тут прям вот как основной владелец, так скажем. Это такая игра в экономическую стратегию развития своего поселения. Но это больше даже похоже, знаете, как в фильмах молодой сын, он ни о чем не знает, ни о чем не думает, и тут вдруг отец передает ему что-то там такое непонятное, и он меняется, и превращается из какого-то, не знаю, любителя компьютерных игр в экоэнтузиаста. Здесь все было в кустарнике, не было камня на камне, условно говоря, было пару разбуренных домов, разрушенных уже, мы их сносили и привезли сюда еще 7 домов. Так а смысл какой? Как дома привозили? Просто взяли сруб, перевезли и пересобрали его? Да, по сути, да. Из соседних деревень мы находили живые дома, разбирали их
привозили сюда, заливали заново фундамент, собирали заново. Самые ценные для тебя экземпляры из этих экспедиций какие? Для меня самые ценные экземпляры — это лавки из деревни моей бабушки. Построили 2 дома, 2 брата, разделили одну большую лавку, распилили, и одна стояла у нас в доме, а другая у тети. Я за ней тоже завтракал, ел блины, которые баба с утра готовила. Сколько лет ей этой лавке? Я думаю, что около 100. Я делал проекты на дома, объяснял что-то рабочим. В принципе, первых несколько лет, наверное, вообще ничего не получалось. То есть у меня были какие-то идеи, но я не мог даже их реализовать, потому что они меня не понимали, я их не понимал. Но все начало меняться, потихоньку начало меняться, и в какой-то момент чувствую, что я обладаю каким-то авторитетом. Как это случилось, я не знаю. Это все выглядело как компьютерная игра, потому что к строительству добавилась и туристическая деятельность. Наконец-то мы открыли первых 3 домика. Надо было нанимать персонал, готовить, всему учиться заново. Но все оказалось чуть сложнее, и мы не смогли, как планировали, за 2-3 года все закончить и ввести в эксплуатацию все дома, корчму, все бани. Все стало очень сильно растягиваться. В 2015 году мы открыли первых 3 дома, и почувствовали хотя бы, как это работать. 8 домов мы открыли 2 года назад, и к сегодняшнему дню, наконец-то, мы вышли в 0. Очень надеюсь, что в этом 2020 году, наконец-то, мы сможем извлечь какую-то прибыль. Конечно, про окупаемость тут речи уже не идет, к сожалению. 10 лет прошло, это колоссальные деньги, и только-только мы начинаем выходить в плюс. Отбить то займет, я не знаю, 20, 50, 100 лет. Общаться с руководством района — это тоже достаточно интересный опыт. Как многие спрашивают, что они наверняка как-то пытались что-то там помешать или им ничего не надо. На самом деле все абсолютно наоборот. Здесь местные власти очень рады общению, им всем интересно. Мало кто вообще верил в успех этой идеи, но все с радостью помогали и способствовали по возможности максимально. Простое правило. Человек, он либо работает, и он уже где-то работает, либо он пьет. Потому что что ты будешь делать иначе? Здесь нельзя просто жить или искать работу. Искать работу невозможно, потому что здесь выбор из одного места, буквально. И алкоголизм, это все, что тебе остается, я даже не знаю. Оно вроде как кажется, что ты приехал, дал рабочие места и сразу набежали. Все сразу хотят работать, но все абсолютно не так. Здесь есть куча нюансов. Во-первых, мы далеко расположены от любого места, где живут люди, которые могут работать. То есть от ближайшей деревни, где есть трудоспособное население, 7 километров. Нужно обеспечить их транспортом. Их нужно каким-то образом переманить. Сделать просто больше зарплату не сработает, потому что это сельские жители, они не привыкли бегать с работы на работу, они устроились в колхоз, и там 40 лет отработали, если ничего не поменялось. И это действительно ценный ресурс, за них нужно сражаться, и как в компьютерной стратегии, к сожалению, просто домиков понаставить не помогает. Поэтому очень сложно было найти работников, и мы возили из дальних деревень, пока не сложился наш какой-то коллектив, свой собственный. Приезжают к нам председатели в деревню, предлагают нашим работникам уйти к ним, потому что наши не пьют, и могут работать. До сих пор самая большая для меня сложность — это руководить людьми, чтобы они тебя понимали, слушались, мотивировать хорошо, чтобы сохранять этот баланс между хорошей производительностью труда и хорошим руководителем. Но оно имело смысл это все делать? Это какой-то риторический или философский вопрос. Это больше похоже на, на какое-то хобби или на какое-то занятие для души. Люди не занимаются уже сельским хозяйством в таком масштабе, как раньше. Механизация труда и рост городов
возможности городов. Я думаю, что через 10 лет уже не будет ни одной такой деревни на 10, 15, 20 даже домов. Останутся большие поселки с населением в 500, в 1000 человек. Есть небольшой процент людей, которые возвращаются в деревню, дауншифтеры, экопоместья, экопоселения. Вряд ли они сильно изменят ситуацию. Это, конечно, сомнительно. И вряд ли ситуация в стране сильно поменяется, и деревня сможет сохраниться в таком первозданном виде. Вот. Она должна измениться. Мне кажется, это такой вариант изменения. Я поменялся, конечно, поменялся, да. А потом у меня родилась дочь сначала, теперь уже родился сын, ему год исполнился недавно. И теперь приходится нам обратно возвращаться в Минск, потому что дочери уже 6 лет, она пойдет в школу, а здесь, к сожалению, она очень далеко. Садик был близко, но его закрыли. И школу тоже закрыли в ближайшей деревне. Мы старались сохранить именно дух деревни, не знаю, аутентичность какую-то, душевность, когда ты приезжаешь к бабушке в деревню, ходишь, и у тебя ощущение какой-то легкости, теплоты. Это очень локальная ситуация, и мы создаем, конечно, рабочие места, но те 3, 4, 5, 10 рабочих мест на лето, они не делают ситуацию другой. Мы не создаем инфраструктуру в глобальном плане, то есть не появляются ни школы, ни какие-то дороги, связь. Мы делаем возможность просто привлечь сюда внимание, скорее, я бы сказал. Работает 8 домов, а стоит 15. Остальные мы достраиваем. Достраиваем большую корчму, 3 бани. Земли у нас 20 гектар, 6 овец, 2 барана, 8 ягнят. 2 родилось вот вчера. Коза, корова, 1 маленький козленок. Куры, гуси, утки, индюки. Их мы особо не считаем. То есть вот есть это ощущение, что это твое, это твоя земля? У меня немного размытое ощущение из-за того, что здесь я живу и до этого жил в тех домах, где будут жить гости. Здесь нету моего дома, нету вот такого этого помещичьей усадьбы, панского дома. Из-за этого именно к дому и к этой территории около дома у меня немного другое отношение и ощущение создается. Но в то же время по поводу всей деревни оно присутствует. Присутствует по поводу всей деревни, по поводу этих деревьев, которые я то обрезаю, то сажаю новые. По поводу всех этих участков и огородов, по всем домам, по пруду, я не знаю, по мостикам, по дорожкам. И ты смотришь на это и понимаешь, что это твое. Это вот как в «Короле Льве». Все, что ты видишь, это твое.